Вот эти фразы вы регулярно используете в русском языке, и мы также их используем ежедневно в английском языке. Поэтому сегодня посмотрим 20 очень важных разговорных фразах, которые вам пригодятся в общении ежедневно. Let's do it. Чтобы вам было максимально полезно, посмотрим пару примеров в фильмах. You ready? Переходим же к первой фразе. The first phrase. Мне пора. Мы скажем I gotta go. I gotta go – это просто сокращение I have to go. Мы так сильно сократили, получилось I gotta go. Иногда можно слышать I gotta run. I gotta run, как бы мне пора бежать. I gotta go, I gotta run. Например, I gotta go. Good luck. I gotta go. I gotta go. Hey, I gotta go now. как уже сказал ранее, иногда можно слышать I gotta run. Например, I gotta run. Oh, hey, I gotta run to a meeting to pay for my fancy new address. Sorry, Sandra, I gotta run. мне пора, I gotta go, I gotta run. The second phrase, я не успею, когда вы не успеваете, например, на встречу. В таком случае мы довольно часто используем фразу I can't make it. I can't make it означает я не успею на встречу. Например, I can't make it tonight. I can't make it tonight. Я сегодня вечером не успею прийти. I can't make it to work tomorrow. Я завтра на работу не успею прийти, не смогу прийти завтра на работу. Запоминаем, когда вы договорились с человеком встретиться, но вы смотрите на время и знаете, что вы не успеете. Просто скажите Sorry, Jerry, I can't make it today. А вот когда мы собираемся что-то делать, например, я как раз собирался тебе позвонить, или я как раз собирался идти спать, в таком случае на помощь придет слово about to. About to. Например, We're just about to go to bed. мы как раз собираемся ложиться спать. И очень важно с глаголом to be, то есть to be about to. Например, я как раз собираюсь в настоящем времени. I am about to. А я собирался в прошедшем времени. I was about to. В этом случае она сказала We are just about to go to bed. Мы как раз собираемся ложиться спать. I was just about to do that myself. I was just about to do that myself. Я как раз собирался это сам сделать. Запоминаем, когда мы собираемся делать, I am about to. Когда мы собирался делать, I was about to. Четвертое, мне подходит. Тут очень важен контекст. Если речь идет об одежде, например, мне одежда подходит по размеру, то есть это мой размер. В таком случае мы скажем It fits me, а мне не подходит. It doesn't fit me. Например, It fits me perfectly. It fits me perfectly. Она идеально мне подходит, но тут очень важно по размеру. А если мне подходит, например, одежда, но не по размеру, а по стилю, то есть это мой стиль, мой дизайн, в таком случае уже используем слово suits. It suits me. Например, Doesn't suit you. Doesn't suit you. It doesn't suit you. It doesn't suit you. Тебе не подходит, но тут речь уже идет о дизайне. Но еще бывает, когда не про одежду, а уже про условия. Например, условия работы мне совсем не подходит. В таком случае мы довольно часто используем разговорные выражения It doesn't work for me. It doesn't work for me. Например, See, that doesn't work for me. I'm so sorry, Joe, but it just doesn't work for me. It just doesn't work for me. Мне просто это не подходит. То есть мне подходит одежда по размеру. It fits me. Мне подходит по стилю, по дизайну. It suits me. А условия мне подходит. It works for me. А не подходит. That doesn't work for me. А чтобы сказать, все еще в английском, например, я все еще ее не видел, или она все еще меня не позвонила, в таком случае всего лишь нужно слово still. Мы довольно часто используем still с present perfect, когда речь идет о том, что все еще что-то не произошло. For example, She still hasn't seen me. she still hasn't seen me. Она все еще меня не видела. She still hasn't called, you know. She still hasn't called, you know. Она все еще не позвонила. То есть все еще still плюс present perfect. Она все еще не приехала. She still hasn't arrived.
Он все еще не отправил деньги. He still hasn't sent the money. А чтобы сказать, что на днях что-то произошло, вам всего лишь нужна фраза the other day. The other day. We met at the party the other day. We met at the party the other day. Мы на днях встретили на вечеринке. Еще пример. Remember that kid we saw the other day? Remember that kid we saw the other day? Помните эту сценарий, this scene? Remember that kid? Помнишь того парня, которого мы видели на днях? Remember that kid we saw the other day? То есть, the other day на днях. А если мы хотим сказать уже не the other day, а, например, через пару дней, например, через пару дней я уезжаю, в таком случае всего лишь нужно запомнить in a couple of days. In a couple of days. А если точно через 2 дня, in 2 days. Через 5 дней, in 5 days. То есть через в таком контексте нам нужно предлог in. In a couple of days, in 2 days, in 5 days и так далее. So I guess I'll be back in a couple of hours. I'll be back in a couple of hours. Я вернусь через пару часов. One more. I'm going back in a couple of years. I'm going back in a couple of years. Я вернусь через пару лет. Через пару лет, через пару дней, in a couple of и количество дней и так далее. А иногда бывает, что не через пару дней, а, например, несколько дней подряд. Я что-то сделал. Например, я 2 дня подряд сидел дома. В таком случае мы скажем 2 days in a row. Например, 2 дня подряд я сидел дома. I was home 2 days in a row. I won. 3 years in a row. I won. Я выиграл. 3 years in a row. 3 года подряд. You've worn that shirt for like 3 days in a row, man. You've worn that shirt for like 3 days in a row. Ты уже носишь эту рубашку 3 дня подряд. You've worn that shirt for like 3 days in a row. То есть 3 дня подряд, 2 дня подряд, нужно всего лишь in a row. То есть количество дней плюс in a row. 2 days in a row. 3 days in a row. 1 month in a row. Но когда это весь день, весь месяц, весь год, в этом случае мы просто говорим the whole day, весь день, the whole month, весь месяц. Нужно the whole. Иногда, конечно, можно слышать all day или all day long. Will you spend the whole day in bed with me? Will you spend the whole day in bed with me? Ты проводишь весь день в кровати со мной? He said he thought about it all day long. He said he thought about it all day long. Он сказал, что он думал об этом весь день напролет. All day long. То есть весь день напролет, либо the whole day, либо all day long или просто all day, также возможно. А если что-то пока не произошло, или, например, он пока не приехал, в этом случае мы используем present perfect. Например, он пока не приехал. He hasn't arrived yet. Или он пока не позвонил. He hasn't called yet. И слово yet мы ставим в конце предложения. Well, he hasn't arrived yet. Well, he hasn't arrived yet. Он пока не приехал. Тут отсутствует результата, поэтому present perfect. И, кстати, в сентябре начинается мой разговорный курс по грамматике. Будет длиться 5 недель. На курсе мы работаем индивидуально с каждым студентом. И также у нас будет, конечно же, speaking club минимум 2 раза в неделю. Все, кто хочет наконец-то себе начать уверенно чувствовать, когда вы разговариваете с носителями, начать уже грамматику в контексте правильно использовать, у вас будет возможность присоединяться. А сейчас идет у нас предзапись. Ссылка будет в описании. Переходите, там будет all the information. Вся информация, которая вам будет нужна. Скорее переходите, место ограничено. Еще пример в контексте. Наш курс пока не начался. Our course hasn't started yet. Успевайте, ссылка в описании. Let's go further. The next phrase. Мне хочется, когда мне хочется что-то делать, например, мне хочется спать. Тут мы часто используем слово feel. Например, хочется спать, I feel like sleeping. И очень важно feel like. После feel like глагол должен иметь инговое окончание. Хочется есть, I feel like eating.
хочется уйти отсюда. I feel like leaving this place. I don't feel like going to the seminar now. I don't feel like going to the seminar now. Мне не хочется сейчас идти на семинар. I just don't feel like going to a mall. I just don't feel like going to a mall. Мне просто не хочется идти в торговый центр. I don't even feel like going out. I don't even feel like going out. Мне даже не хочется выйти никуда или выходить никуда. I don't feel like, запоминай, мне не хочется что-то делать. А когда хочется, просто I feel like, без отрицания. The next phrase. Мне надоело. Да, конечно, довольно часто мы используем. Мы скажем I'm sick of it. I am sick. Как бы я болею, но просто означает мне уже все надоело. I'm sick of it. I'm getting just so sick of your apologies. I'm getting so sick of your apologies. То есть мне уже надоело твои извинения. То есть мне уже тошнит от твоих извинений. I'm getting so sick of your apologies. One more. Well, I'm sick of your goddamn questions. I'm sick of your goddamn questions. Мне уже надоел твои глупые тупые вопросы. I'm sick of your goddamn questions. А иногда нужно поставить границу, сказать человеку, это не твое дело. В английском мы скажем, it's none of your business. And our relationship is none of your business. And our relationship и наши отношения is none of your business. Это просто не твое дело. Who are you? None of your business. Who are you? None of your business. Ты кто такой? None of your business. Запоминай, не твое дело, none of your business или it's none of your business. А когда мы хотим спросить, ты случайно не знаешь, или ты случайно не видел, в таком случае мы используем структуру happen to. Например, ты случайно не знаешь его номер. Do you happen to know his number? Would you happen to know a good place for lunch in the downtown area? Would you happen to know a good place for lunch in the downtown area? Она тут использовала would you happen to know. Would you просто показывает like вежливость, a polite way of asking the question. Would you happen to know? Ты случайно не знаешь, или вы случайно не знаете, где можно вкусно пообедать в центре города? Do you happen to know? Или would you happen to know a good place for lunch in the downtown area? Do you happen to know what her IQ was? Do you happen to know what her IQ was? Ты случайно не знаешь, какой у нее был IQ? What her IQ was? Запоминаем, ты случайно не знаешь. Do you happen to know? Иногда хочется сказать человеку, не торопись, спокойно, не торопись. В этом случае мы говорим, take your time. Oh no, please, take your time. Oh no, please, take your time. Oh, нет, не торопись, take your time. A couple more. Take your time. 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 Take your time просто означает не торопись, не спеши. Take your time. Я опаздываю. Конечно, мы знаем, я опоздал. I was late, I'm late. Но чтобы подчеркнуть, я сейчас опаздываю. Мы довольно часто просто говорим I'm running late. Мы используем глагол run с инговым окончанием в continuous. I am running late. I'm sorry, I'm running late. Running late right now. God, I'm running late. I'm running late. Я опаздываю. I'm running late, I'm running late, I'm running late. Запоминаем. I am running late. Иногда хочется напомнить человек, не подведи меня. В этом случае мы говорим don't let me down. Это фразовый глагол to let someone down. И, кстати, я подготовил список очень популярных фразовых глаголов с частицей down. И почему let down придает негативный оттенок. Вы можете посмотреть этот урок в описании, добавлю ссылку. И также PDF-файл вы сможете скачать, ссылка будет в описании. А вот let down – это подвести кого-то. А don't let me down – не подведи меня. Например, I will, honey. Please, don't you let me down again. Please don't you let me down again. Пожалуйста, не подведи меня еще раз. Don't let me down again. All right, come on. Don't let me down. Chaps, don't let me down. Don't let me down. Не подведи меня. Don't let me down. Let's go further. А вот эта фраза ни с того ни с сего, то есть из ниоткуда что-то произошло. Тут есть несколько вариантов, но самый популярный мы можем сказать out of nowhere.
Например, out of nowhere, he said that he was coming. Out of nowhere. Иногда можем сказать out of the blue. Как бы blue это синий, да. Out of the blue это просто идиом, который означает из ниоткуда. И, конечно, простой вариант suddenly или all of a sudden. All of a sudden, he said he was leaving. Посмотрим пример с all of a sudden. Why are you so mad all of a sudden? Why are you so mad all of a sudden? Почему ты так вдруг разозлился? Почему ты ни с того ни с сего разозлился? Why are you so mad all of a sudden? One more. And all of a sudden, out of nowhere, he kicked me so hard. And all of a sudden, out of nowhere. Она использовала два варианта одновременно. And all of a sudden, out of nowhere. Внезапно, из ниоткуда, ни с того ни с сего. He kicked me so hard. Он так сильно ударил меня ногой. Kicked me so hard, all of a sudden, out of nowhere. То есть, когда мы хотим сказать ни с того ни с сего, есть три варианта. All of a sudden, или просто suddenly, out of nowhere, или out of the blue. Let's listen. Suddenly, out of the blue, everybody would start fighting with each other. Suddenly, out of the blue, everybody would start fighting with each other. То есть, внезапно, ни с того ни с сего все начали драться друг с другом. So let's remember that. Out of the blue, ни с того ни с сего. Let's go further. Я решил добавить «я уснул» и «я проспал», потому что довольно часто слышу ошибку. Вот «я уснул» — это не I sleep или I slept, нет. I slept — это я спал, а я уснул — I fell asleep. Уснуть — это fall asleep, как бы падать в сон. So I fell asleep. Например, я уснул во время просмотра фильма. I fell asleep during the movie. А я проспал, то есть я слишком спал, из-за этого я опоздал на встречу, например. I'd say I overslept. Вот, приставка over показывает, что был перебор. Я слишком много спал. I overslept. Начнем с проспал. Well, I overslept. I overslept. They said you overslept? Overslept, oversleep, проспал. А теперь уснуть. Я уснул. I know I fell asleep because I fell asleep. I fell asleep thinking about guys named Louboutin and Laurent. Oh, what time is it? I fell asleep, I guess. Mr. Church, I fell asleep in the armchair. I fell asleep in this armchair. I fell asleep. Я уснул. So, oversleep – это проспать, fall asleep – это уснуть. А вот я пошел, когда, например, выхожу из дома утром на работу, я говорю жене, я пошел. В этом случае мы скажем I am off. I'm off. Конечно, можем сказать I'm going to work, но в продвинутом разговоре обычно would pretty often say I'm off to. Предлог to мы добавляем куда. I'm off to work, I'm off to school, I'm off to the shop. I'm off to Florida. I'm off to Paris. I'm off to Paris. Thanks. I'm off to Vienna for... I'm off to Vienna. То есть я уезжаю, я отправляюсь в Вену. And that's all for today. И хотел бы знать, сколько фраз для вас были новыми. Пожалуйста, в комментарии напишите. И напоминаю, что уже в сентябре начинается наш разговорный курс, который будет длиться 5 недель. И на курсе будем работать с вами индивидуально, чтобы достичь необходимого результата. Нам важно, чтобы вы могли уже начать уверенно, спокойно, спонтанно выразить свои мысли на английском, то есть спокойно общаться с носителями на работе, в контексте учебы или в магазинах, то есть при путешествии. Этот курс для кого? На курсе есть у нас два уровня. Уровня А1, А2 и Б1, Б2, то есть для и начинающих, и для продвинутых. И материал для каждого уровня совсем разный. Я добавлю ссылку также в описании. Вы сможете ознакомиться с планом обучения. Обязательно посмотрите и переходите по ссылке в описании, чтобы получить всю необходимую информацию. И, конечно же, увидимся на курсе в сентябре. Bye for now.